Здравствуйте, друзья! Вы хоть раз задумывались, какое впечатление оказываете на людей? Хороший ли вы собеседник или вызываете у друзей раздражение и скуку? Узнать, какая ваша черта раздражает окружающих, можно за пару минут, выполнив простой психологический тест по картинке. Посмотрите на изображение и ответьте на вопрос, что вам первое бросилось в глаза, то есть, что вы первым увидели на картинке. Если первое, что вы заметили, это лицо мужчины, то вы очень непостоянны и необязательны. Естественно, людям это не особо нравится, а многих даже раздражает. Иногда вы обижаетесь, что с просьбами обращаются не к вам, важные дела поручают кому-то другому. Но это вполне логично, учитывая особенности вашего характера. На такого друга нельзя положиться. Ваши мнения, желания, стремления меняются просто сиюминутно. Попробуйте хотя бы пару раз исполнить то, что обещали. Возможно, это со временем войдет в привычку, и к вам перестанут относиться пренебрежительно. Если вы сразу же заметили девушку, то вашей отличительной и не самой лучшей чертой является чрезмерная общительность. Неудивительно, что в общении с вами люди стараются соблюдать осторожность, зачастую отмалчиваются, обтекаемо отвечая на вопросы. С вами стараются не вступать в диалог, потому что он может растянуться на часы, а то и на сутки. А это многих раздражает. При этом в разговоре с другим человеком вы запросто можете выболтать то, что только что узнали от предыдущего. Вам необходимо научиться сдерживать свое желание болтать со всеми и обо всем. Каждый хочет иметь друга, умеющего хранить секреты, а не того, кто сдаст с потрохами сразу, даже не понимая, что он уже это сделал. Если голова быка для вас стала наиболее заметной, то вы считаете, что мир вращается вокруг вас. Поэтому только ваши желания важны, и они превыше всего. Окружающих раздражает ваша заносчивость и упрямство. Вы смотрите на все немного свысока, как бы подчеркивая собственное величие. И никогда не согласитесь с тем, что есть на свете люди умнее, красивее, обаятельнее и так далее. Если хотите быть не просто королем в собственных глазах, а еще и душой компании, стоит чуть больше думать об интересах окружающих и проще подавать себя в обществе. Быть центром вселенной, конечно, неплохо, вот только кто там находится, чаще всего одинок. Если же первым делом вы заметили самую мелкую деталь на картинке, а именно мальчика на камне, то вас можно отнести к тому типу людей, с которыми предпочитают общаться по необходимости, по долгу службы, но никогда не зовут на дни рождения или вечеринки. Ваша раздражающая черта – это занудство. Вы пытаетесь всем навязать собственное мнение, независимо от того, просили вас его высказывать или нет. При этом вы напрочь лишены чувства юмора, не способны на компромиссы. Одним словом, ближайшее окружение считает вас личностью неприятной, сложной и излишне серьезной. Если однажды вы сможете относиться к происходящему проще и давать людям право иметь собственное мнение, ваша жизнь может круто измениться и порадовать яркими красками. По крайней мере, вы точно не будете раздражать других людей. Благодарю всех, кто заинтересовался и досмотрел видео до конца. Надеюсь, что ваш результат пройденного теста совпал с действительностью, но не исключено и обратное, ведь это просто психологическая игра. Спасибо за внимание, всего всем доброго.